Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет, с вами Людмила, и мы сейчас продолжаем вторую часть наших спортивных мокасин. Вяжем дальше. Мы закончили на том, что провязали низ, перед и язычок, и теперь будем вязать клапаны. Отмечаем на боковой части маркером расстояние 20 петель от первой петли, вот где мы завязали узелок. Ставим маркер, примерно на длину язычка. Вот так у нас будет боковая часть. И отсюда начинаем вязать. Вяжем столбик без накида, еще один столбик без накида, 2 столбика без накида, и затем 3 воздушных петли. Потом пропускаем 2 петли, вяжем снова 2 столбика без накида и 3 воздушных петли. Снова пропускаем 2 петли, в третью 2 столбика без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью и в четвертую по столбику без накида. Вот у нас такие уже 3 арочки получились здесь, 3 воздушных петли. 2 петли пропускаем, снова 2 столбика без накида, до маркера 2 петли, вяжем 3 воздушных петли, эти 2 петли пропускаем, и потом маркер убираем, и в последнюю петлю вяжем столбик без накида и еще один столбик без накида в следующую петлю. Первый ряд мы закончили, получилось у нас 5 арочек вот таких, и между ними по 2 столбика без накида. Последнюю петлю переносим на маркер. Нить протягиваем в начало ряда, и вот сейчас мы первую петлю, первый столбик без накида будем провязывать из первого ряда нашего язычка. Вот мы первый ряд, который связали полустолбиками, вот здесь берем под первый полустолбик, заводим крючок и вытягиваем нить, провязываем столбик без накида. Вот этот ряд полустолбиков первый, и под первый полустолбик вяжем столбик без накида. Контролируем нить, чтобы она не была сильно натянута и чтобы не болталась. Выравниваем. И второй столбик без накида мы вяжем вот в тот предыдущий ряд, где мы начинали 2 столбика без накида, между ними. Дальше под арочку 3 столбика без накида. Между двумя столбиками предыдущего ряда 1 столбик без накида. Под следующую арочку 3 столбика без накида. Вот теперь мы провязали 2 арочки, и нам сейчас надо будет чуть-чуть приподнять заднюю часть, поэтому со следующей петли начинаем вязать уже полустолбиками. Между двумя столбиками вяжем 1 полустолбик, 3 полустолбика под третью арку, вот так мы немного приподнимаем здесь столбики, здесь полустолбики. Между двумя столбиками 1 полустолбик, под четвертую арку 3 полустолбика, один полустолбик между двумя столбиками предыдущего ряда, 3 полустолбика под пятую арку,
И теперь вяжем полустолбик, одновременно забирая петлю с маркера. Теперь эту последнюю петлю переставляем на маркер и возвращаемся в начало ряда. В первом ряду язычка, вот там, где у нас полустолбики мы привязывались, находим второй полустолбик, под него заводим крючок и привязываемся столбиком без накида. Второй столбик без накида вяжем вот здесь, в предыдущем ряду, между двумя столбиками без накида. Дальше 3 воздушные петли. Теперь 2 петли пропускаем в третью столбик без накида. И в четвертую столбик без накида. Три воздушные петли, 2 петли пропускаем, третью столбик без накида, в четвертую столбик без накида. Три воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида, в четвертую столбик без накида, 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью и четвертую по столбику без накида. Три воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик без накида и четвертую вяжем вместе с петлей на маркере столбиком без накида. Теперь эту последнюю петлю переставляем на маркер и возвращаемся в начало ряда. Этот ряд у нас с арочками. Теперь следующий ряд обвязываем эти арочки, как и предыдущие, только начинаем уже с того же ряда на язычке и первую петлю привязываем столбиком без накида уже к третьему полустолбику. Вторую петлю берем здесь сбоку между двумя столбиками без накида. Две петли провязали столбиками без накида. Теперь арочку обвязываем 3 столбиками без накида первую, столбик без накида между двумя столбиками предыдущего ряда и вторую арочку 3 столбика без накида.
Теперь между двумя этими столбиками мы вяжем уже полустолбик. И в три следующих арочки все полустолбиками вяжем. 3 полустолбика под третью арку. Полустолбик между двумя столбиками предыдущего ряда. 3 полустолбика под четвертую арочку. Полустолбик между двумя столбиками предыдущего ряда. 3 полустолбика под пятую арочку. И в конце ряда полустолбик вместе с петлей, которая находится на маркере. Переставляем последнюю петлю на маркер и дальше продолжаем аналогично. Привязываемся к следующему полустолбику в начале ряда, потом к следующему. Нам надо провязать 4 вот таких полноценных ряда по 2 арочки, обвязка арочек, арочки, обвязка арочек. Каждый следующий ряд здесь привязываемся к следующему полустолбику переда на язычке. Вот так мы провязали клапан с одной стороны, и теперь нужно точно такой же провязать на другой стороне вот этой туфельки. Вот здесь у нас петля на маркере, оставляем ее, маркер не снимаем, петлю обрезать не будем. Прокладываем конец нити вот сюда, на другую сторону мокасина. Отсчитываем от первой петли
20 петель, и в 21 нам надо привязаться. Под вот это количество 5 арочек, на каждую у нас уходит по 4 петли, получается 20 петель, и 21 для привязки. В эту петлю привязываемся и дальше продолжаем этой же нитью. Следующий столбик без накида и еще один столбик без накида. В 2 петли подряд по одному столбику без накида. Теперь 3 воздушные петли. 2 петли пропускаем, в 3 и в 4 по столбику без накида. Три воздушные петли, 2 петли пропустили, в 3 и в 4 столбики без накида. 3 воздушные петли, 2 петли пропустили, в 3 и 4 столбики без накида. 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, 3 и в 4 столбик без накида. Это у нас уже 4 арки. Теперь последние 3 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в 3 и в 4 по столбику без накида. Последнюю петлю переставляем на маркер. Затем возвращаемся в начало ряда. И этот ряд, он у нас на задней части, поэтому мы его начинаем, привязываемся столбиком без накида и одну воздушную петлю подъема. В следующую петлю вяжем полустолбик. За счет 21 петли у нас вот здесь скос пошел уже. И теперь под арочку идем 3 полустолбика. Между двумя столбиками предыдущего ряда вяжем полустолбик. Под вторую арку тоже вяжем 3 полустолбика. Между следующими двумя столбиками вяжем полустолбик. Под третью арку 3 полустолбика. И между следующими двумя столбиками полустолбик. А дальше столбиками без накида. Под первую арочку, под четвертую от начала, между двумя столбиками столбик без накида, и под последнюю пятую тоже 3 столбика без накида.
Теперь вяжем столбик без накида с петлей, которая у нас на маркере. Это будет один столбик. А второй столбик вяжем под полустолбик на язычке. Первый полустолбик на язычке находим с этой же стороны, в этом же ряду, где мы привязывались с той стороны. Петлю переставляем на маркер и возвращаемся в начало ряда. Вот таким образом провязываем все 8 рядов. У нас должно получиться 4 раза арок таких обвязанных по 2 ряда, как и с той стороны. 3 арки вяжем полустолбиками, 2 арки столбиками. И покажу еще вот конечную сторону, как привязываемся мы к язычку в конце каждого ряда. Одну петлю, один столбик без накида мы провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. А второй столбик провязываем из-под столбика, полустолбика на язычке. Следующий полустолбик находим и провязываем второй столбик без накида. Петлю, как всегда, переносим на маркер, нить протягиваем в начало ряда и дальше продолжаем вязать точно так же. Довязываем еще такие же ряды. В общем, у нас, как на той стороне, должно получиться 8 рядов, и это 4 полноценных таких обвязанных арки. Ну, теперь смотрим, чтобы все было ровненько, и начинаем дальше обвязку уже делать. Эту нить прокладываем здесь. Сейчас задник провяжем, находим середину, центральную петлю на заднике, отсчитываем от этой центральной петли вправо и влево по 8 петель и ставим маркеры. Сейчас нить вот от этого маркера прокладываем вот так вдоль подошвы, ровненько, чтобы было, и доводим ее вот сюда, до вот этого маркера. Вот с этого маркера начнем вязать. И эту нить тоже забираем, чтобы вот и короткая эта нить была. Это мы сейчас все будем ввязывать. Вот привязались на место маркера, и теперь провязываем просто столбиками без накида до следующего маркера. Вяжем в каждую петельку столбик без накида. Всего у нас 17 петель. Центральная, и по 8 петель мы отсчитывали в обе стороны. 17 петель, 17 столбиков без накида. Вот провязали все 17 петель. Теперь вот эту петля последнего столбика переносим на маркер и протягиваем нить в начало этого ряда на заднике и вяжем второй ряд. Отступаем вперед 3 петли
И вот с третьей петли начинаем вязать второй ряд, также столбиками без накида до конца ряда. Вот эту нить, которая у нас наверху, тоже прокладываем сюда же, завязываем ее под эти столбики. В конце ряда последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. Маркер убираем и провязываем еще дополнительных 3 столбика без накида. Последнюю петлю переносим на маркер. Теперь нить вот отсюда прокладываем аж вот сюда. Прокладываем эту нить в самое начало ряда, то есть мы идем вот сюда к переду. И теперь будем вязать отсюда. Первый столбик провязываем как столбики в предыдущих рядах, то есть берем первый ряд нашего язычка и прикрепляемся к следующему полустолбику и вяжем первый столбик без накида. Второй столбик в первую петлю клапана. И дальше мы уже будем вязать в каждую петельку столбик без накида. Вяжем в каждую петлю столбик без накида до первого маркера, который у нас на пути на углу. Здесь последнюю петлю этого ряда провязываем вместе с петлей, которая на маркере. Маркер убираем. И дальше мы начинаем вязать уже вниз по вот этой боковой части. Но здесь уже нет каждой петельки, не видно, поэтому вяжем столбик без накида в каждый рядок. Опускаемся вот так в каждый рядок, провязываем столбик без накида, не забываем, чтобы те две нити, которые у нас сзади, чтобы они были ввязаны, и доходим до угла.
Вот так получается ровненько обвязали. И здесь в углу мы сейчас будем пропускать угловую петлю. Для того, чтобы у нас был хороший уголок такой, чтобы здесь ничего не топорщилось. Берем одну петлю здесь мы провязали на боковой части и сразу провязываем на вот этой нижней части петлю. А вот эту угловую петлю мы пропускаем. Дальше провязываем до следующего угла. К следующему углу мы точно так же пропускаем угловую петлю и продолжаем обвязку до конца вот этого клапана. Здесь последнюю петлю провязываем вместе с петлей, которая у нас на маркере. И следующим заключительным столбиком без накида мы привязываемся к следующему полустолбику на язычке. Все, на этом мы заканчиваем нашу работу. Нить теперь можно обрезать, протянуть ее на изнаночную сторону и дальше уже прячем ее в вязание. Вот теперь мокасины готовы. Получилось довольно интересно. И задача теперь поставить сюда какие-то шнурки. Можно обычные готовые шнурки, можно подобрать по такого же цвета, зеленые, можно по желанию даже желтые сюда прикрепить. Ну, мне хочется белые, потому что белая подошва и будут хорошо белые шнурочки. У меня есть видео на канале, где оно так и называется, там шнурки. И в принципе можно посмотреть там очень подробно, как вяжутся шнурки. Я покажу начало, как я вяжу шнурок. Я ссылочку на то видео поставлю под этим видео, и вы при желании посмотрите и потренируетесь. Вяжется он довольно просто, вот так из двух ниточек, и получается такой квадратненький, интересный, ну просто шикарный шнурочек. Он практически как заводской получается. Поэтому вяжем шнурочки любого цвета, либо покупаем, и изделие готово. Друзья, если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайки. Не забудьте подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, пишите комментарии. Я на все ваши комментарии с удовольствием отвечаю. Желаю вам ровных петелек и до новых встреч!